всем! Hi guys! Welcome to Russian with Passion. Today we're going to cook a dessert. Yummy! Вкусняшка? So we're going to cook cottage cheese pies. Сочники с творогом. Yeah, so this is a wonderful traditional Russian dessert. And by the way, we are not cooking alone today. We're going to cook together with Alla. Her channel, Alla's Yummy Food, is a wonderful cooking channel. She's making a lot of yummy stuff, desserts, main courses, and so on. Make sure to take a look at her channel, visit it, follow her in different social networks, and so on. So let's cook together with Alla. So, now let's discuss the ingredients. А теперь давайте поговорим о ингредиентах. Что нам нужно, чтобы приготовить сочники с творогом? Для начала проговорим ингредиенты для теста. Итак, нам понадобится сахар, полстакана. So, half a glass sugar. Сметана, также полстакана. Half a glass sour cream. Одно яйцо. 1 egg. Масло 100 грамм. 100 gram of butter. Мука 2 стакана. 2 glasses of flour. Щепотка соды. A little of soda, baking Также soda. щепотка соли. A little bit of salt. Вроде бы все для Да, теста. для теста все. Теперь перечислим ингредиенты для начинки. Для начинки нам потребуется, конечно же, творог. 350 грамм. Да. 350 gram of curds or cottage cheese. Также понадобится 2 столовые ложки сахара. 2 tablespoons of sugar. Понадобится яйцо, но нужно его разделить на белки и желтки. В крем нам нужен белок. А желтки нужны, чтобы смазать сверху сочники, чтобы они были поджаристые, красивые, золотистые. Вкусные. Да. So we need 1 egg for the filling, but we need just the white. And the yolk we need to cover the сочники so that they would look wonderful, crispy, golden. 2 столовые ложки сметаны. 2 tablespoons of sour cream. And that's it. Вот, собственно, и все, да? Да. Все ингредиенты. Все Теперь очень просто. все просто, пора начать готовить. Let's go! Первое. Растираем масло вместе с сахаром. So we add sugar to our butter and mix it up real good. Теперь добавим яйцо. Одно яйцо. We're going to add the egg to our mixture. Размешиваем хорошо, чтобы сахар растворился. Но нужно мешать не сильно энергично. Сильно много мешать тоже не нужно, иначе тесто будет сильно густым. Добавляем сметану 0,5 стаканов. So we add sour cream, half a glass. Добавляем 2 стакана просеянной муки. We add 2 glasses of flour. Добавляем соду на кончике ножа. A little bit of baking soda. Just a little bit. Может, это сильно много, нет? Чтобы наши изделия поднялись. Еще чуть-чуть, да, нужно. И добавляем еще щепоточку соли. Где же наша соль? And we add a little bit of salt. That's right, here it is. Щепоточка. И все это перемешиваем. And we are going to mix it up. Теперь замешиваем тесто. So we're going to finish the dough up. So we have added 2 glasses of flour and this is the dough we've got. Actually, this is called short pastry. Песочное тесто.
Замешиваем тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. вот. Okay. The pastry should not get glued to your fingers. Но сильно много тоже муки не надо. Too much flour is not good too. Как вкусно пахнет само даже тесто. The dough smells good too. Какое вкусное. Oh, great. It's yummy. Now we pack the pastry in the cling film and put it into the fridge. Готовое тесто кладем на пленку и убираем в холодильник на то время, пока готовим начинку. Размять творог вилкой. Творог у нас довольно мягкий, поэтому, в принципе, даже его толком разминать не нужно. Cottage cheese, so we press the cottage cheese, make it soft. Теперь добавить 2 столовые ложки сахара. И снова перемешать. So we add 2 tablespoons of sugar and mix it up. От творога сколько вы брали? 350 грамм творога, 350 грамм of cottage cheese or curds. Yes. And now we're going to add 2 tablespoons of flour. 2 столовые ложки муки. Раз. 2. И перемешать снова. And mix it up once again. Сейчас можно сразу добавить 2 столовые ложки сметаны. This is going to be challenging. We're going to add 2 tablespoons of sour cream. Well, this is kind of 1. This is kind of 2. And there's also one thing to add. The egg white. Еще надо добавить нам белок. Сейчас мы это сделаем. Взбитый. Отделить белок от желтка, взбить белок и добавить к нашей смеси. So we separate the white from the yolk and add, well, whisk the white and add it to our mixture. Сейчас мы собираемся попробовать отделить. Ой, плохо разбилась. Да? Да, хватит. Не туда Так, только. быстрее, быстрее, убирай. Что ты боишься? Сейчас грохнется. Все, ничего не, я все контролирую. Желток, белок. Даже используя простую вилку, вы можете сделать пену из белка. So using just a fork, you can do it without the mixer. So we're going to add it to our mixture. И быстренько перемешиваем. Пока даже белок. Как ваши ручки, Тоня? Все в порядке. Накачиваем мускулы, их нет. Ты знаешь, что ли? Да, давай. Раскатать тесто. Roll the dough, that is the pastry. Чтобы удобнее было раскатывать тесто, мы разделим на 2 части. Это убираем на пленку, чтобы и прикрываем, чтобы не... Засохло. Не заветрилось. Тесто раскатываем до толщины 7-8 миллиметров. Ну, конечно, линейкой не мерите, так, на глаз. So the pastry should be about 7 to 8 millimeters thick. Желательно, чтобы тесто было одной толщины. Теперь вырезаем из теста кружочки. Для этого мы используем кружку, но вы также можете использовать стакан, не рюмку, бокал или блюдце. So using a glass or a cup or a plate, you can cut circles. So the circles should be medium, not small, not too big. Something like this.
Тесто, которое осталось, мы снова раскатаем и снова вырежем кружочки. Да. Выкладываем начинку на одну половинку нашего кружочка. Начинки кладите немного. Даже немножко. Сегодня жидкая у нас начиночка. Если начинка ваша будет жидковатой, то добавьте еще муки. Теперь завернем сочник. Заворачиваем и чуть-чуть придавливаем, разравниваем. Вот. Края мы не поджимаем. Надеемся, что начинка наша не вытечет. Так как это открытый пирожок. Да. Давай. Выкладываем сочники на противень. Молодец. Да. Сильно близко не надо. Он не может оторваться от своей возлюбленной, понимаете? Это его возлюбленная. Да. При температуре 200 градусов наши сочники должны печься 15 минут. Don't forget to coat the pies with the yolk. Да, сразу вас не было детишек. Готовность можно проверить сухой спичкой. Спичка сухая, значит тесто готово. И можно. Открытые пирожки с творогом. Ням-ням. Можно полить также их сиропом, кто любит очень сладкое. Шоколадным или карамельным. Украсить ягодами или сахарной пудрой. Мы показываем вам, от чего оттолкнуться, а ваша фантазия может творить чудеса. Вот первая партия наших сочников готова. Пахнет изумительно. So the first portion of our сочники is ready. We are going to eat now. Well, actually, we have to finish. Сейчас мы закончим, мы будем продолжать печь, а на сегодня все. Увидимся в следующем видео. С вами были Тоня И Таня. Bye. Bye. Bye-bye. Пока. Все нормально? Ready, steady, go! Окей. Улыбаемся. Хмуримся. Обижаемся. Что мы еще? Удивляемся. Что мы еще можем сделать? Страх. Что еще? Злимся. Дрожим. Что еще делаем? Хомячим. Че, нормально? Да. Что, ты только нюхать будешь? Да. Таня на диете, она будет только нюхать. Да. Вкусно? Ну ладно, вкусно немножко.